Всем привет! Меня зовут Алексей Журавков, и вы на канале декоративных покрытий для стен. В этом видео я расскажу и покажу, как легко и просто наносить вот такую декоративную краску под названием Сахара. Смотрите. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые видео про современные декоративные покрытия для стен. Спасибо. По поводу подготовки перед нанесением материала Сахара. Стены пошпаклеваны акриловой шпаклевкой, наклеен стеклохолст, погрунтована грунтовкой глубокого проникновения и сверху нанесен кварцевый грунт. Сам материал Сахара от торговой марки Elf Decor. Это краска на основе перламутра и песка, наносится за один слой с помощью кисти. И сейчас мы вам покажем, как это все будет происходить. Для нанесения я использую вот такую широкую кисть 200 мм. Она из натурального ворса. Материал мы разбавили на 10% водой. И начинаем от угла и равномерно растягиваем материал по стене. Наносим хаотичными движениями, не очень густо, но стараемся перекрыть всю стену, чтобы у нас не оставалось ни просветов, ни примыканий белых, чтобы не светилась шпаклевка. Обычно на стенах работают несколько человек, самому будет довольно сложно нанести, так как материал довольно-таки быстро пересыхает. В работе очень простая, главное держите одинаковый слой, одинаково ее разбрасывайте и потом на формировании точно так же одинаково разглаживайте. Как вы видите, наносится довольно-таки быстро. После того, как я нанесу около 1,5-2 квадратных метров, следующий мастер за мной уже может идти и формировать рисунок. Можете наносить снизу вверх, можете сверху вниз. Тут уже не принципиально. Главное, держите рисунок. Все, и сейчас уже мы начинаем процесс формировки рисунка, не останавливаясь в нанесении. Вот так вот один человек идет дальше, второй за ним формирует. Если вас трое, то третий может идти уже позади всех и окончательно делать рисунок. Суть рисунка — это сделать песчаный бархан, чтобы не было видно следов от кисти. Кисть при нанесении оставляет насечку, то есть задача вот убрать насечку и сделать более мягкий барханистый рисунок. Работаем конвейером, не останавливаясь. Наносим стену от угла до угла, это важно. Тогда не будет никаких стыков, соединений посреди стены. Вот так формируется рисунок. Потихоньку уходят мазки от кисти. Более сильными движениями мы барханим. И создаем эффект песчаных дюн. Материал очень искристый, переливается. В местах, где у нас скопление песка, он становится более матовый. И за счет этого достигается декоративный эффект. Все, материал начинает потихоньку подсыхать. Мы делаем окончательное формирование, убираем полностью всю насечку. И у нас остается аккуратненькая такая структурка песка. В труднодоступных местах и в углах используем маленькую кисточку, отводимся сразу и потом большой кистью добавляем сахару и точно так же расправляем. Наше помещение — это комната в частном доме. Обратите внимание, все запаковано, заклеено, аккуратненько запечатано, чтобы ничего не запачкать. Лучше потратить пару часов на вот такую работу, чем потом неделю, чтобы это отодрать, все это отдраить. Мы начинаем от угла и движемся полностью вот так по периметру комнаты и закончим. В других случаях, работая другими материалами, мы делаем параллельные стены, потом они подсыхают и делаем эти параллельные. Но в случае с Сахарой, то можно, в принципе, наносить по
по кругу, так сказать, комнаты. Ну, а в труднодоступных местах это выглядит вот так. Просто висишь сверху, там, как ниндзя, и все это дело формируешь. Потому что мы не ищем легких путей. Это путь декоратора, как путь самурая. Вот так выглядит финишное подформирование, когда материал уже чуть-чуть подсох, он уже не тянется за кистью. И на таком полуподсыхании его очень-очень удобно сгонять в барханы. На видео четко видно, как работает кисть, работает материал. Мастер тоже при работе. И идет формировка. Вот такие шикарные дюны получаются. И это уже практически конечный результат. Мы перешли к самой длинной стене. Она длиной 6,5 метров. Мы наносим точно таким же образом материал, как и на предыдущие стены. Но есть нюанс, он важный. Нужно все время освежать край. То есть мы подошли, нанесли здесь. Другие мастера формируют. Мастер, который наносит, перешел наверх, наносит край. И вот так вот мы, получается, бегаем конвейером вверх-вниз. То есть нанесли снизу, сформировали. Нанесли сверху, сформировали. Потом опять снизу. И вот так вот движемся, постоянно освежая край. Если так не делать, то край будет пересыхать. И у вас будет на стене просто вот такие вот какие-то столбы из темного материала, потому что когда он подсыхает, получается слой над слой, и он очень темнит. Вот поэтому уделяйте внимание вот этому краю, чтобы не было никаких стыковок, перехлестов и подсыхающего края. Еще один небольшой нюанс при работе на большой стене. Очень удобное место для стыковки. Если прям вот уже не вмоготу и получается стык, то дотягивайте до батареи. Дотянули себе край и уже дальше освежайте весь край до самого верху. И будет вам счастье и никаких стыковок на стене. А вот такой штукой удобно чистить кисть, штукой, щеткой по металлу в процессе работы, чтобы она не забивалась краской. Распаковываем наш объект, снимаем пленку и получаем вот такие прекрасные примыкания, углы, примыкания к потолку, к камину. Поэтому не ленитесь клеить скотч. И вот так все аккуратненько будет смотреться.